Друзья, привет! Мы сегодня нарисуем космос. Все необходимые материалы вы видите на столе, но я вам напишу в описании, что нам нужно. Сейчас я буду смачивать акварельный лист большой кистью. Вы можете смочить его губкой, можете смочить пульверизатором, можете даже намочить его полностью под краном и положить. Вообще не важно, главное обращаться с ним бережно, нежно, никаких резких потираний, да, никто его не трет с ним, только вот очень-очень ласково. И вот сейчас я щедро вот так его смачиваю водой. Кисть у меня, конечно, прям такая, прям вот, чтобы вы сразу поверили, что я супер гениальный художник, нужно было взять в руки такую кисть. Да, она действительно очень удобная и красивая. Вот. Но вообще не важно, чем именно вы намочите лист. В моем детстве это было сразу под краном. Смотрите, что я делаю. Я делаю это сразу с двух сторон. Первое, он так не будет гнуться, изгибаться. Второе, он так просочится водой равномерно, и это даже хорошо. Нам нужен очень хорошо смоченный лист. Еще раз переворачиваю, очень ласково с этой стороны. То есть так долго смачивать лист можно только в случае, если вы его почти не касаетесь, безумно ласково это делаете. Потому что очень промоченная бумага становится ранимой каким-то резким таким, да, передвижением, и поэтому надо с ней бережно. С пульверизатора также можно, но как-то вот кистью хорошо получилось. Так, волоса какие-то уберем с кисточки. Вот последний слой мы еще раз с той стороны, с которой мы будем рисовать. Акварельная бумага, если вдруг вы не знаете, с какой стороны на ней рисовать, с той, на которой есть такие вот рыхленая такая поверхность. Она более влаговпитывающая. Если у вас вдруг нет акварельной бумаги, вы можете взять лист ватмана, хорошо его промочить под краном, высушить один раз, промочить еще раз, высушить второй раз, и потом использовать, вот как мы сейчас используем этот лист. После того, как вы вот так промочили лист, вы берете кисть. Можете брать любую, большую, но лучше такую вот плотную, она будет набирать побольше краски. Нам понадобится фиолетовый оттенок, вот это вроде бы он. Нет, это синий, надо определить сразу, где у вас это черный. Сейчас я найду свой, вот он. Фиолетовый, синий, вот я возьму такую бирюзу, фиолетовый, синий. И что-то розовое, вот у меня здесь розовый. Вы берите оттенки, которые у вас есть даже в медовой акварели. Главное, на мокрый лист сразу очень насыщенную краску. Я начинаю с фиолетовой. И вот такими вот точками, вот такими вот пятнами. Работаю быстро, пока не высох лист. Вот так много фиолетовой краски. По краям, в центре я оставлю себе такой млечный путь, очень засвеченный, поэтому по краям я наношу очень много краски. Видите, синтетическая кисть забирает сразу очень много пигмента, такого мокрого, но вы рисуете мокрой краской, да? Теперь я возьму синюю, вот такую вот очень темную. Ее я добавлю на самый верх и где-то между фиолетовым. Вот, она у меня, может быть, даже вместо черной будет. Такой хороший темный, видите? Прям темную. Вот специально вот такими вот касающимися движениями. Вот такими вот. То есть на мокрый лист я его не тру ни в коем случае. У меня даже мысли такой нет. Только дотрагиваюсь. И вот давайте вот такой вот поярче синий мы вот здесь кое-где добавим. Меня там зовут, но там папа есть. Вот, возьмем вот такой вот синий. То есть вы используете те оттенки, которые у вас есть. Даже если у вас не так много оттенков, например, 12 цветов, да, не переживайте, они между собой смешаются и дадут такие очень классные сами собой переходы. Вот под искосочек вот сюда вот я поведу свой Млечный Путь. Заканчивать буду вот таким вот нежно-фиолетовым. Нежно-фиолетовым — это тот фиолетовый, в котором меньше воды в акварели. Вот тот будет нежным. И под конец розовый. Я возьму розовый. Вот, между фиолетовым, кое-где между синим. Это все родственные цвета. Они между собой будут давать сине-розово-фиолетовые оттенки. Поэтому не покусаются. Не бойтесь их как-то неправильно намешать. Здесь вот именно знакомство с акварелью. Как она течет. Как она сама собой там что-то делает, да. Вот. В центре я хочу, чтобы было светло. Я попробую свой вот этот бирюзовый местами добавить. То есть я белые пятна оставляю сами, но еще ближе к центру вот такую бирюзу, мол, светлый синий, да, и все-таки черным цветом по самым краям, кое-где, вот в самом верху и с краю
я добавлю еще более увесистой такой темноты. И по краям я не сильно оставляю такие пробелы. Они у меня больше в центре Млечный Путь, да? Вот пока как-то так думаешь, да, что-то непонятное. Вот внизу, видите, стеклась вода. Вообще будет хорошо, если вы возьмете какую-то такую поверхность. Вот. Но мы ничего не боимся, никаких потеков. Это все в акварели даже интересно. Будет очень хорошо, если вы возьмете, например, стекло подстелите или какую-то такую гладкую глянцевую штуку, пластмассовую досточку. Что-то, на чем ваша картина приклеится равномерно. И вы знаете, это все-таки то, что нужно было сделать, но я уже это не сделала. Я могу, конечно, как всегда, не пожалеть что-нибудь, потому что мне надо срочно. Есть у меня книга глянцевая. Я думаю, что с ней ничего не будет. Она же глянцевая. А моя картина спасется. Да, вот что-нибудь такую гладкую поверхность. Видите, вот уже как-то между собой перетекла моя акварелька. Посоединялась. Вот в эти вот пробелы какие-то я кое-где еще добавлю такой розовый. Пусть он там тоже задаст какую-то свою историю. И на этом последнее, что я хочу сделать, это взять прямо желтый, яркий. Вымыть его сначала очень чистый взять. Кстати, вам понадобится много воды, чтобы она долго была чистой, или пару стаканов сразу, которые вы сможете вот начать макать в чистый. Вот здесь я сделаю засвет. Это нужно было сделать, возможно, немножечко выше. Вот такой вот рассвет у меня там где-то будет. Но я по самому краешку все-таки его оставлю, пусть будет. После розового желтый, он не соединяется ни с фиолетовым, ни с синим, ни с черным, потому что будет бяка. А вот розовый с желтым дадут мне такую засвеченную историю. И что я делаю теперь? Фокус главный в акварели. По непросохшим, вот сразу по этим красочкам я беру соль. Лучше вот так в пальчики. Смотрите. И посыпаю солью. Для начала Млечный Путь. Соли не жалею, кстати. Так вот притрушиваю. Там, где у меня Млечный Путь намечается, да? Вот этот центр. Что сделает соль? Она впитает лишнюю воду вместе с краской. То есть акварель — это красочная вода на самом деле. Вот. И мы делаем этот фокус. Соль должна впитать и оставить за собой такие как раз очень космические точки, похожие на звезды. Мы делаем этот фокус. Больше на Млечный Путь. И, конечно, по краям тоже, но не так много. Рассвет этот можем вообще не трогать. Он уже не из ночной истории, он начало дня. И вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Щедро посыпаем Млечный Путь. Особенно там, где вот мне хочется, чтобы было светло, а я уже добавила много краски, мы добавим сольки. И вот это все вы оставляете высыхать. Можно ускорить процесс феном, но не стоит. Дайте ему высохнуть так, это минимум полчаса. Или когда он уже подсохнет, вот хорошенько, можно будет досушить феном. Но я пока ухожу, оставляю это сохнуть и иду играть с малышкой. Вернулась посмотреть и увидела, что у меня такой мокрый был лист, что часть соли просто растворилась, и часть все-таки осталась. Поэтому я еще раз подсыплю по сухому. Соль берите крупную, если что. Если не знаете, какую соль, то именно крупную. Чем крупнее, кстати, тем лучше. У меня обычная каменная. Вы знаете, я сейчас буду сушить фен. Мне уже не терпится посмотреть, что же будет под солью. Феном, если что, не слишком близко, потому что тогда будет струя вашу краску перекатывать, может быть, не туда, куда вам нужно. Поэтому издалека. Ну вот мы высушили. Сейчас вы можете увидеть, как, видите, она оставила вот такие за собой пятна, прям вытянула местами краску, и это еще больше придает такой космичности, можно так сказать. Ну, у меня соль высохла, я могу ее аккуратненько сейчас вот так вот пальчиками крутить. Слушайте, мне очень нравится, на самом деле, то, что получилось. И то, как сильно соль дает эффект вот этой звездности, вот просто потрясающе. Вообще акварель, запомните и знайте об этом гордо, никогда не соединяется ни с гуашами, ни с акрилами. Акварель существует... Боже, у нас во дворе зацвело дерево. О-хо-хо. Вау, что же я утром-то не заметила. Круто.
никогда не соединяется с другими красками, она всегда самостоятельна. Если вы хотите оставить что-то светлое, вы делаете это сразу, не прибегая к помощи других красок. В случае с космосом очень хочется набрызгать звездочек. Как бы здесь, ну, уже мы очень близки к акварельным звездам. Очень. То есть можно этого не делать. Но давайте я вам просто покажу, что будет, если вы это сделаете. Смотрится красиво. Ну, как бы в случае с космосом, допустим, так можно поступить. Берете вот так вот акрильчик или гуашь. Разбавляете с водичкой, хорошенечко размешиваете до однородности. И вот такой вот жиденькой красочкой, она должна быть еще немножко пожиже, тут бумагу впитывается, но я думаю справлюсь. Очень близко прислоняя, вы вот так, нет, книжку, пожалуй, я уже от этого спасу. Вы вот так вот. Очень легонечко. Обязательно должна быть плотная кисть для этого. Синтетика или щетина, или зубная щетка. Вот так вот набрызгиваете звездочки. Старайтесь внизу помельче, вверху побольше, а вообще как получится. Если вдруг какая-то огромная звезда ляпнет на вашу картину, вообще не бойтесь этого. Вот как, например, сейчас. Это тоже может быть. Это все будет смотреться красиво. Главное, поближе кисть прислоняйте, тогда не будет... Почему мы раньше не нарисовали это? Боже, так красиво. Поближе кисть, тогда не будет ляпов повсюду. В основном будут сыпаться все на картину. Но если вот так издалека, то у вас все будет в этой краске. Это уже такой вывод из опыта. На вот это вот наше промежуточное счастье мы тоже брызгаем. Стараемся чего-то помельче, но опять-таки как получится. Помельче это легонечкие брызги. Посильнее это, хотя не всегда. Как получится, действительно. Вот. Так вот, побольше стараемся наверх звезд, да. Чем ниже, тем же звезд меньше. Салфеточку беру. И вот так вот вымываю свою кисть. Вытираю. Вот такое вот у нас космическое небо. И для интереса какого-то, да, чтобы была какая-то жизнь на картине, мы сейчас с вами сделаем на ней какую-то иллюстрацию. Возьмите кисть, которую вам удобно. Что можно нарисовать? Можно нарисовать дерево на каком-то пагорбе, такое тоненькое, черненькое, да? Можно нарисовать город на самом деле, да, какие-то силуэты города. Но я нарисую горы, я считаю, что это оправдано, просто по той причине, что в горах самое идеальное звездное небо, которое вы можете увидеть в жизни. И только ради этого стоит хотя бы раз в жизни заночевать в горах. Ради этого неба. Так вот, я нарисую горы, я возьму такую среднюю кисть. Черную краску хорошенечко разбавляю с водой. Акварель — это то, чем вы всегда рисуете водой. Поэтому вы не рисуете плотно краску, да, как дети пытаются эту медовую выковырять, на лист нанести. Они просто не знают. Вы им тоже покажите, и себе заодно, может, вы узнаете об этом впервые. Что нужно разбавлять сначала с водичкой, и только потом этой водой, более плотной, да, или более прозрачной рисовать. Нам сейчас нужна плотная. Я нарисую силуэт гор. Исходя, что я хочу очень этот рассвет оставить, там у меня будет очень низко. То есть я для начала набросаю какую-то такую вот историю горную, да, мне нужен именно силуэт. Вот там у меня будет какой-то такой засвет. Вот по соли, видите, кое-где расходятся какие-то такие. Оп. И потом, вот когда у вас есть силуэт, вы уже берете красочку, можете немножечко водичку, и вот так вот закрашиваете все черным. Сам контур у нас готов. Угу, мы сделали то, что мы хотели. Какую-то, может, неравномерность там такую хочется добавить. Да, какую-то игру именно по контуру. Здесь важен именно контур гор. И смотрите, вот здесь я прорисую каких-то елочек. Вот я добавлю каких-то таких вот. Парочку палочек. И вот так вот в разные... Их можно не рисовать, эти елочки, да, можно. И вот таким домиком. Обязательно неравномерно, чтобы они были похожи на настоящие.
расширяясь к низу, я добавлю елочек. Вот так вот, пушистеньких таких. Чтобы они были реалистичными, они должны быть очень такие вот путанные. Если вы нарисуете очень правильные елочки, они не будут похожи на настоящие. Вот палка, палка пушистая, палка пушистая, палка. Пушок. Пушок, какой-то пушок. Там на рассвете елочка. По соли вот здесь у вас равномерненько не получится, они как раз так разойдутся, ну и пусть будут такие вот размытые у них края у наших елочек. Вот. Ну тут на ваше усмотрение, да, сколько вам их хочется, а можно и вовсе не добавлять. Какие-то покрытые елочками вообще пагорбы маленькие. Это наши Карпаты, Смерейки. Других гор с елочками я пока не видела. В Крыму другие горы, в Карпатах с елочками. Мы всегда все равно рисуем из жизни. Все, что мы видели, все, что у нас в жизни было, то мы рисуем. Даже срисовывая. Ну, мне так кажется. Вот такой вот космос можно оставить. Можно сделать вот здесь елку, кстати, более насыщенную. Да, на переднем плане. Передать какую-то перспективку. Более ближние елочки и дальние. Таким образом мы покажем, что в нашем силуэте елок есть горы ближние. В нашем силуэте гор есть горы, которые вблизи, а есть горы, которые очень далеко. Ну и чтобы уже вот они не были такие гладенькие, там у меня горы, я кое-где вот совсем тоненькой кистью тоже погуляю. По самой верхушке оставлю какую-то историю такую. Что-то там у меня растет, что-то там, может быть, там еще верхушки горочек выглядывают. Такие вот остренькие. Может, там какие-то травинки у меня на переднем плане, никто не знает. Дочь об этом не уточняет. Ну, вот такой вот космос готов. И сразу забыла вам сказать, что вы удивитесь, да, насколько цвет на самом деле при высыхании уйдет. Сейчас и этот цвет станет немножечко приглушеннее. Это не страшно, но сразу, когда вы вот наносите эти цвета, вы должны очень густо наносить краску, вообще не водянистую, а прямо очень насыщенную на мокрый лист. Она все равно потеряет какую-то свою насыщенность, и будут вот эти акварельные пробелы. Это самое сладкое, что в ней может быть есть. Тем более соль заберет часть, поэтому как никогда очень насыщенно добавляем краску. Все, готово. Хорошего дня.